Всех приветствую на моем канале. Начинаю проходить очередную игру из этой серии Choice of Life Wild Iceland. Если что, на канале я уже проходил первые и вторые части на стримах. Эту часть вот решил пройти в формате видео. Давненько я уже этим не занимался, давненько не практиковал. Ну вот, снова решил попробовать, почему бы и нет, собственно. Первая и вторая часть мне мега понравились. Мега прям суперские игры были. Эту часть я нигде не смотрел, ни у кого ничего не видел. Буду играть впервые, смотреть все и ощущать первое впечатление, так сказать, вместе с вами, кто может будет смотреть тоже, как и я, впервые. Так что давайте не тянуть, а сразу приступать, играть. Итак, начинаем мы сразу на каком-то корабле. На корабле моряков не хватает и желающих нет. Как тогда людей набирают? Говорит нам какой-то матрос. Или не нам. Дать палубу и слушать или вспомнить, что было вчера. Вспомнить, что было вчера. Кто мы вообще и что мы здесь делаем для начала. Лицо у матроса знакомое, вы видели его в таверне. От воспоминаний начинает болеть голова. Находят в таверне мужиков покрепче, спаивают и на борт. Драить палубу и слушать. Зачем я драю палубу? Я же не матрос. А кто мы тогда? Что здесь вообще происходит? Это не ваша работа? Что вы вообще здесь делаете? Идущий мимо капитан смотрит на вас очень суровым взглядом. Кажется, теперь это ваша работа. Ну, спасибо, блин. Драить палубу и слушать или рассказывай, а я отдохну. Ну, раз уж это теперь все моя работа, ладно. Мужики эти просыпаются, а корабль уже далеко в море. О-оу. Да, вот так сюда и попадают. Был сухопутной крысой, а стал матросом. Бежать с корабля, смириться с судьбой. Крысы бегут с корабля, но бежать некуда так-то. Вокруг море. Что ж поделать, смиримся тогда. Все, что не происходит, все к лучшему. Вот только к лучшему для кого? Хороший вопрос. Землю теперь не увидишь до самой Америки. Так нам капитан говорит. Но я-то знаю, что все это брехня. А как на самом деле? Нет мне дела до твоих россказней. Ну а как на самом деле? На самом деле нет никакой Америки. Дурят нашего брата. Всех, кто плывет в Америку, увозят добывать какую-то траву. А ее дикари охраняют, без боя не отдают. Поэтому почти никто и не возвращается. Что за трава? А как же те, что все-таки вернулись? Что за трава? Не знаю, брат. Знаю точно, чума скоро придет. У кого трава будет, у того и золото. Ну. Понял? Мотай на ус и думай своей головой. Это нужно донести до всех. Это нужно донести до всех. И это нужно донести капитану. Кому бы донести, а? Ну, хороший выбор. Такой заставляет задуматься. Это типа я предполагаю, на кого более опираться нам в самом начале? На команду или на капитана, что ли? Ну давайте на капитана. Донести капитану. Капитан угостил вас вином из своих запасов и пригрозил зарезать, если вы расскажете кому-то еще.
Следующей ночью матрос Говорун свалился за борт. Плюс сердечко. Ну хоть что-то. Какой-то плюс. Время на корабле идет, работы меньше не становится, да и голодных ртов тоже. Помогать на камбузе или драить палубу вместе со всеми. Помогать на камбузе. Хватит с меня этой драйки. Так бы вы получили навык готовки, если бы здесь готовили что-то съедобное. Да. Уж. Вы замечаете, что Кок тайком приворовывает провиант? Тоже воровать или рассказать другим матросам? Тоже приворовывать. И плюс еще одно сердечко. Великолепно. Теперь вас не мучает голод, зато мучает совесть, если она у вас есть. А есть ли? Еще один хороший вопрос. Братья, приходите в трюм на кулачные бои. А кто не придет, тот крыса капитана. Наблюдать. Делайте ставки, братья. Да начнется первый бой. Кто что ставит? Не жмемся, народ, все свои. Поставить свой ужин, поставить рубаху. Я, пожалуй, просто посмотрю. Я просто посмотрю. Весь вечер будешь следить, а потом капитану доложишь? Ну уж нет, покажи, что ты тоже с нами. Ну блин. Ну раз уж вы настаиваете. Ужин или рубаху? Ну давайте. Ужин, у меня все равно 5 сердечек. Риск большой, но если удастся выиграть... Противостояние века, сила против скорости, мозги против мускулов, победит достойнейший. Поставить на сильного бойца, поставить на ловкого бойца. Если бы здесь были мы участвовали и нас можно считать ловкими, то я бы поставил на себя, а так кто-то там другой ловкий, и фиг его знает, какой он, насколько он ловкий. Мало ли. Давайте на сильного. Вашему бойцу досталось сначала тумаков, а потом аплодисментов. Он вырубил противника одним ударом. Впечатляет. Безупречная победа. Кто сделал ставки, время рассчитываться. Получить свой выигрыш. Оу, yes. И еще одно сердечко. С ума сойти. 6 сердец. Где же это видано, чтобы в какой-то из прошлых игр у меня столько сердец в самом начале игры было? Никогда такого не было. Теперь у вас такой запас галет, что хватит надолго, с голоду точно не помрете. Ох, не каркай, не каркай. Так, чем это тут вы занимаетесь? От работы отлыниваете? Да я с вас шкуру спущу, недоноски. Кто там был? Канонир и капитан. Канонир. Главный заводила на корабле, его любят все, кроме капитана. И это взаимно. Капитан похитил вас и заставил работать на своем корабле. И вы ничего ему не сдаете. Не сделаете. Он выше вас на голову и шире почти вдвое. Ясно, понятно. Бежать прочь из трюма или спрятаться в бочке? Бежать прочь. Далеко не убежали, капитан успел вас схватить. Тысяча извинений, капитан. А, сухопутный, ну что, скажешь мне, кто затеял эти бои? Или хочешь познакомиться с капитанской дочкой? Ладно, сдаю канониру. Титул получен стукач. Первый титул. Хотя он такой себе, но первый. К счастью, раскололись не только вы, иначе канонир объяснил бы вам, что ябедничать нехорошо. Хотя сейчас ему немного не до этого. Ну да. Жрать дают мало, работы по уши, Америки так и не видать. А теперь и повеселиться нельзя. Восстанем, братья, против произвола. Восстанем или давайте без меня.
как бы мы были за капитана, но тут уже как бы капитан один, а их много. Тут как бы я не думаю, что мы с капитаном что-то здесь сможем провернуть. Тут нас просто толпой зарежут. Восстанем, братья! Этой же ночью мы беремся за оружие. Так, я отвлекся. Да здравствует свобода, выпивка и братская любовь. Да. Открытые пути, бунт и кубрик. Кубрик? Бунт, кубрик. Что за кубрик? Кубрик пуст, бунтовщики на палубе, а недовольные в трюме. Лишь в дальнем углу сидит какой-то странный матрос с колодой карт. Подойти к матросу или поискать что-нибудь полезное? Поискать что-нибудь полезное, то... Знаем мы этих картежников. Кубрик довольно большой, наверняка найдется что-нибудь стащить. Главное, чтобы потом не заметили. Обычно кубрик кажется тесным, но сейчас, когда он пустой, глаза разбегаются. Где же искать? Обыскать койки, обыскать мешки под койками, осмотреть углы кубрика. Обыскать койки. И еще одно сердечко, с ума сойти, 7 сердечек. Офигеть. В одном из матрасов вы находите наспех зашитый мешок сухарей. Кто-то сохранил их на будущее, но будущее за вами. Но будущее за мной. Снизу слышится писк, похожий на голос. Какая-то толстая крыса с интересом вас обнюхивает. Угостить крысу сухариком, пнуть крысу или ты разговариваешь? Какой-то из игр прошлых, я помню, была разговаривающая крыса. Но здесь вряд ли такое будет. Ну, хотя, мало ли. Хе-хе, не в этот раз, дружок, ответил странный матрос на другом конце кубрика. Ну, не в этот раз, ладно, все-таки. В одной игре была такая крыса и хватит, да? И в этот раз, ясно. Шаришься по углам, все для себя забираешь. У людей забирай, а боже не трогай. О чем это ты? Маг колесничий смерть. То, что брошено людьми, то богами не брошено. Богом точнее. Хотя кто знает, в кого карты верят. Что ты несешь? Матрос отворачивается и больше за вами не следит. Не похоже, что он донесет на вас кому-то. Пошутить или продолжить? Продолжить. Еще одно сердечко. 8 сердец. Мамма мия. Вы находите еще несколько галет. У меня уже там целый сундук, наверное, этих галет и прочего. Тут в дверь кубрика начинают колотить сразу несколько людей. Среди стука слышны крики «Жулик!» и сейчас мы тебя... Это они обо мне или о том? Другом, который картежник. Вот это он жулик. Прятаться в одной из коек, гордо встать посередине кубрика. Гордо встать. Кубрик врывается разъяренные моряки, но бить, похоже, собираются не вас, а матроса с картой. Ну, я так и подумал. Ну, как бы картежник, жулик. Логично. Меня-то за что? Я никого не обманывал, ничего не знаю. Никакого жульничества. Ваш красивый жест пропал зря. Зато морду не набили. Ага, вот ты где, Жермен. Двери за тебя пришлось выломать. Сейчас мы тебя вместо нее повесим. Смажем и дырку проделаем. Я держу его, хватайте. Или вы не будете этого делать. Ну, как бы... Вы не будете этого делать. Пожертвуем одним сердечком благородства. Поблагородием немножко, совсем чуть-чуть. Титул получен защитник веры. Ну, как бы еще титул новый тоже. Плюс. Таинственное движение рукой и повелительный тон
не помогли. А жаль. Вас хорошенько помяли, а матросов след... А матросы и след простыл. Ну хотя бы простыл след. Может мне это зачтется как-нибудь от него. Надеюсь, не зря пожертвовал сердечком. Теперь кубрик полон мятежных матросов, и чем-то поживиться здесь не получится. Вернуться на палубу. Кубрик, путь закрыт. Ну тогда бунт. Вы думаете, что сможете победить, когда у вас так мало людей, и взять их? Броситься вперед вместе со всеми, попытаться стрелять издалека? Или отделиться от остальных и зайти сбоку? Кстати, титулов у нас здесь 16 страниц. Вау. Предметов нет, навыков нет. Ух ты, концовок тут 10 штук. Впечатляет. Не помню, сколько было в прошлых частях, но немало здесь. Это хорошо. Больше будет разнообразных концовочек. Интересно, на какую я выйду с первого раза. Итак, чтобы выбрать? Но это точно нет. Бросаться вперед я не пойду. Стрелять или отделиться и зайти сбоку. Давайте зайдем сбоку. Титул получен анархист. Неплохо, неплохо. Вы сражаетесь один, зато как сражаетесь? Сам боцман счел вас достойным противников. Черт, сам боцман. Боцман надвигается на вас, размахивая тесаком. Отступать некуда, позади море. Напасть первым или уклоняться от его атак? Напасть первым. Минус сердечко. Пофиг, у меня этих сердечек навалом. Боцман быстрее тут же ударил вас так, что чуть не отрубил руку. Ну блин. Боцман решил, что вас слишком долго резать, и схватился за пистолет. Рубануть по руке с пистолетом или пригнуться? Рубануть. Из-за вашей атаки боцман случайно нажал на курок и выстрелил себе в ногу. Ах, вот ты где, старая собака. В сторону сухопутной. С боцманом я разберусь сам. Поруби его на кусочки или нет, моя добыча. Ну как бы моя добыча. Нет? Вы добили боцмана сами, но и он успел вас ранить. Стоило ли оно того? Ну добыча-то... Где добыча? Там писала моя добыча, я думал, с него может что-то получим. Где моя добыча? Получается, оно того не стоило, значит. Братья, победа за нами! Отправим капитана в море на шлюпке, теперь я буду главным. Ура, долой капитана! Капитан потерял глаз, а почти все его сторонники погибли. Вместе с ним на шлюпке отправили только 2 матросов, да еще штурманов. Почему-то они подозрительно улыбаются. Нас осталось немного, но мы совсем справимся. Так отпразднуем нашу победу. Ограбить каюту капитана, естественно. Пока все пируют, можно прокрасться и осмотреться. Угу. В каюте пусто, капитан экономил даже на себе. На стене красивая карта мира, на столе одиноко лежит письмо, может в ящиках что-то найдется. Снять карту, порыться в ящиках или прочитать письмо. Порыться в ящиках. Предмет получен старый кинжал. В верхнем левом ящике вы находите необычный кинжал, будто не из стали, а из стекла. Легкий и острый. Прекрасно, наш первый предмет. Взяв его в руки, вы ощущаете великую силу, но недолго. В каюте... Так, это я читал, в каюте пусто. Вернуться на пир или... Ну, снять карту. На карте кто-то накорябал еще один остров посреди моря. Вряд ли теперь за нее дадут много денег. Зато позади карты прятался тайник с вином и сыром. Плюс сердечко. И письмо прочитать еще.
Дорогой друг, эксперименты над Вита Ауреа показали, что оно обладает много слов совершенно вам непонятных, еще больше на соседнем острове. С учетом вестей о надвигающейся лист заканчивается. Продолжения здесь нет. Ничего не понятно, но очень интересно. Вернуться на пир тогда, ладно. Пока вы шарились по каюте, почти все уже съели, выпили и по пьяни сломали. Первый вечер без капитана прошел просто отлично. Кто бы сомневался. Шторман, Шушера. Попугай. Прикольный. Капитан забыл своего попугая? Какой шторм? Причем тут штурман? Где шторм? Какой шторм? Попугай. Бывший питомец капитана назначил вас своим новым хозяином и возражений не принимает. Ну, приму это за честь. Дураки, осторожней, разумней. Похоже, теперь попугай от вас не отстанет. Идет день, другой, третий. Вы перестали узнавать созвездия над головой, земли впереди не видно. Земли впереди не видно. Новый капитан раздает указания каждый день, но понимает ли он, что делает? Ты точно знаешь, куда плыть? Начинаю понимать, что попугай имел в виду. Ну, дерзить не очень ему хочется, хотя у меня и так куча сердечек, ну ладно. Ладно, все равно не буду рисковать. До встречи на небесах, Орландо хороший. Ага. Я видел землю. Вон та точка на горизонте. Я же говорил, я знаю, что делаю. Ура, земля! Или, наверное, это гора, плыть еще долго. Ну, ура, земля. Не успели вы возрадоваться, как подбежал другой матрос, весь перепуганный. Смотрите, вон то темное облако на горизонте, надвигается шторм. О боги, мы погибли. Ничего, мы успеем добраться до суши. Да, мы успеем. Я сказал успеем, значит успеем, ничего не знаю. Нарир, капитан, сжимает кулаки. И пусть штурман и боцман в аду увидят, что мы справимся без их ученостей. Ну и что-то меня это все... Не знаю. Меня терзают смутные сомнения, как говорится. Насчет всей этой затеи. Разве может горстка полуопытных матросов справиться с кораблем в такую минуту? Да, берег близко, но шторм еще ближе. Править корабль к берегу или готовиться к шторму? Готовиться к шторму. В команде осталось много бывших сухопутных, еще недавно привязанных к штурвалу. Да. Но больше нет ветерана-боцмана, знающего, как пережить шторм. А вот и шторм начинается. Кажется, дождь начинается. Успели бы причалить до начала шторма, спаслись бы все, но сейчас быть так близко к суше очень опасно. Хрясь. Крытый пути шторм. Ну, шторм так шторм. Грот мачта. Трещит посередине и вот-вот упадет на вас. Отбежать в сторону или прижаться к основанию мачты. Отбежать в сторону. Минус сердечко. Резкий порыв ветра изменил направление падения. Мачта упала совсем рядом с вами и прищемил вам пальцы. Огромная волна поднимает корабль и наклоняет его на бок. Матросы скользят по палубе вниз, рискуя вылететь за борт. Ухватиться за край борта или за пушку. За край борта. Борта, точнее. Несколько мгновений вы висите над бездной моря. Ваши пальцы уже кровоточат и не могут держаться. Корабль подпрыгивает на следующей волне и вырывается. Без паники, шлюпки на воду, у нас их две, должно хватить на всех. Шлюпки у кормы или шлюпки у носа? У носа.
В этой шлюпке столпились все матросы, которые еще остались в живых, но поместятся в нее не все. Так он только что сказал, что на всех хватит. Шлюпку еще не успели отвязать, как началась поножовщина. Никто не хочет остаться на корабле, никто не хочет, чтобы шлюпка потонула от перегруза. Я сяду в шлюпку любой ценой или придумаю другой способ спастись. А какой еще может быть способ? Детальный план спасения, составленный на палубе из тросинок, казался отличным, пока его не смыло очередной волной. Да. Матросов у шлюпки меньше, многим она уже не понадобится, но драка еще идет. Стоит ли рисковать? Смерть одного лишь нужна, или уж лучше прыгнуть за борт, или наблюдать со стороны. Но рисковать не очень хочется, а смерть одного лишь нужна. Небольшое количество выживших после бунта в этот раз оказалось спасательным. После еще одной гибели драка действительно успокоилась, и выжившие погрузились в шлюпку. Прекрасно. Вы гребете изо всех сил, но волны отбрасывают вас назад. Шлюпка трещит, ее заливает водой. Грести изо всех сил или вычерпывать воду. Так мы и так гребем изо всех сил. Черпать воду тогда. От холода не имеет руки, но воды на дне стало чуточку меньше. Вот. Плюс. Это кара. Кара за наши грехи. Мы погибли, когда предали капитана. Да, капитана. Конечно. Это все капитан. Заткнись. И прости нас, Господи. Или сжать зубы и молча продолжать грести. Одни матросы молятся, другие проклинают судьбу, а вы гребете. Ну почти уже. А мы все гребем. Невероятный порыв ветра подхватывает шлюпку и бросает ее прямо на скалы. Поджать ноги и группироваться, или выброситься из шлюпки. Но если прямо на скалу, то не понимаю, в чем смысл вот этого вот сальто прям на скалы. Выброситься из шлюпки. Та же волна, что разбила шлюпку, ударила вас головой о риф, а другим матросам повезло еще меньше. Ну, с другой стороны, нам как раз могло быть... Мы точнее могли быть как раз из тех матросов, которым повезло еще меньше. Сердечек у нас тем временем становится все меньше. Благо у нас был хороший запас их. Шторм, греби, рядом. А ты что тут делаешь? Кыш отсюда. Ты знаешь, куда плыть, я за тобой. Ну, давай я за ним. Непонятно, откуда попугай разбирается в бурях, но, плывя за ним, вы меньше устаете. Берег совсем близко. До берега осталось совсем чуть-чуть, но сил бороться с бурей у вас уже не осталось. Нет, последний рывок, или сдаться и покориться волнам. Ну как бы последний рывок, это мы вообще останемся без сил и окончательно утонем, а волны нас, возможно, куда-то принесут. К берегу, например. Покориться волнам. Волны выносят вас на берег. Вот. А я ж о чем говорил, а? Волны выносят вас на берег, но прежде чем вы наглотались морской воды. Ой. Ну хотя бы не утонули без сил. Вы кое-как выбрались на берег и доползли до места, где не достанут волны. Вот возрадоваться. Жаль только, что на это нет сил. Выдохнуть. Вы провалились в сон. Шторм разбил корабль о рифы, никто из команды не смог спастись, только вас вынесло на незнакомый необитаемый берег. Вы выжили, но надолго ли? Ура! Мы живы! Пути закрыты шторм, открыт путь остров. Начинаем приключения на острове. Заря, утро.
Попугай прыгает по вашему телу, периодически его поклевывая. Отстань ты, я еле выжил. Ты, наверное, есть хочешь. Да мы, наверное, тоже есть хотим. Орландо завтракать, Орландо хороший. Поднявшись на ноги, вы видите, что шторм улегся, но повсюду еще видны ужасные следы бури. Смотреть берег или забраться повыше. Повыше давайте сразу. Карабкавшись на скалы, вы видите неподалеку большой тропический лес, но у вас нет сил до него дойти. От осмотра окружения вас отвлекает громкое урчание в желудке, затем себе напоминают все раны, ушибы и царапины, полученные прошлой ночью. Искать еду, терпеть голод и исследовать пляж, или интересно, съедобный ли попугай. Но если честно, мне не хочется пока что съедать нашего попугая. Пока что. Давайте искать еду. Сладкие кокосы, бананы и финики. Всего этого вы не увидели на острове. Эх. А я уж представил. Кокосы, бананы там. Вряд ли на этом голом пляже можно найти еду, но нельзя не искать. Тем более, что попугай улетел и помогать не собирается. Искать еду вдоль берега или искать у ухода в лес. Ну, если на голом пляже вряд ли можно что-то найти, то давайте в лес. Цветы очень странно пахнут. От первого же съедобного гриба начинает идти кругом голова, а ягоды выглядят более опасными, чем все животные, которые наверняка уже наблюдают за вами. Да уж. Приключения нас ожидают еще те. Совсем неподалеку, на вершине скалы, вы видите толстую чайку, не замечающую вас. Осторожно подкрасться к чайке или запустить чайку камнем. Запустить камнем прям чайку, прям клюв ей. Камень почти попадает в цель, но ударяет о скалу чуть ниже чайки и отскакивает. И куда отскакивает? Отскочив от скалы, камень летит прямо вам в лицо. Кто бы сомневался. Гордо смотреть на камень или пригнуться. Ну, гордо смотреть на камень, я думаю, это прям гениальное решение было бы, но мы пригнемся все-таки. Камень благополучно пролетает мимо, но испугавшаяся чайка нагадила вам на спину. Отправившись от унижения, вы замечаете в скале глубокую трещину. И в трещине у основания скалы растет красивое растение с ароматно пахнущими листьями. От одного взгляда слюнки так и текут. Ну, везде можно искать плюсы свои, как бы. Попробовать листья или не буду это есть, оно наверняка ядовитое. Но что, умереть от голода у тебя более есть лучший вариант, чем эти листья? Или умереть от голода? Или что еще? Я больше пока ничего не вижу. Рискнем. У нас все равно 4 сердечка. Аж. Пока что. Вы хотели только попробовать, но от голода совсем потеряли голову. Вскоре вы доедаете все, весь кустик, с цветками и корнями. Вот это накинулись. На вкус растение казалось горьким, немножко жгучим, но насыщающим. И все-таки ядовитое оно или нет? Подождать, что будет, засунуть 2 пальца в рот. Подождать, что будет. Плюс 2 сердечка. Вот такого я не ожидал. Медленно, но верно вам становится все лучше и лучше. Это растение как будто чудодейственное. Даже ушибы и порезы болят не так, как раньше. 5-6 сердечек. Ничего себе. Теперь вы на удивление хорошо себя чувствуете. Можно заняться чем-то не связанным с едой. Прогуляться по берегу или задаться вопросом, как это растение могло так помочь. Ну, как бы, такая разница. Помогло и ладно. К восточному берегу полукруглой бухты могло прибыть остатки корабля, но поваленные деревья на западном могут пригодиться для постройки укрытия. Восточному или западному?
Давайте к восточному сначала. Следы кораблекрушения приводят вас в уныние. Еще недавно вы были дома и не помышляли о море. А сейчас... Вы находите тела нескольких матросов и шляпу канонира, но не самого канонира. Обыскать трупы. Сначала, а потом похоронить, если будет такой выбор еще, естественно. И, кстати, кажется, дождь опять начинается. При беглом осмотре трупов вы не нашли ничего полезного, а вскоре вас начало мутить от вида мертвых тел. Эх, а ничего полезного. Вы находите рыбу, еще бьющуюся на песке, но тогда же ее находят голодные чайки. Отогнать чаек или оставить рыбу чайкам. Блин, у меня предчувствие, что они мне просто заклюют, если я буду их отгонять. Ну как бы здесь, насколько я знаю, очень часто могут быть, ну как и, собственно, в предыдущих играх, очень часто могут быть какие-то нелогичные выборы. И, допустим, я бы выбрал отогнать чаек, что логично, наверное, в этих двух выборах, чем просто оставить рыбу и уйти. Ну, прям я практически уверен, что они меня просто заклюют, и я тупо потеряю сердечко и ничего из этого не выиграю. А если я оставлю рыбу, то может ничего и не произойдет. И сердечко не потеряю, и ничего не произойдет. Мне кажется, что так будет. Не знаю почему. Ну, рискнем. А то, что сердечко я как раз получу из этого, вот этого я точно не ожидал. Титул получен везунчик. Вот чего-чего не ожидал, так не ожидал. Не ожидал, что ничего просто не произойдет, хотя бы сердечко не потеряю, но то, что еще получу и сердечко, еще и титул. Сюрприз, сюрприз. Чайки так удивились вашему решению, что одна из них даже подавилась рыбой. А в этой чайкой не подавились. Прикольно. У нас уже, получается, 4 титула было. Наконец вы добрались до конца бухты. Совсем недалеко от вас на волнах качается большой ящик, а у мыса напротив видна перевернутая шлюпка. Вытащить ящик на берег, а потом плыть к шлюпке, или сесть на ящик и плыть к шлюпке на нем. Плыть на ящике, ну такая себе идея. Вытащить ящик давайте. Это оказался ящик с плотницкими инструментами. Чтобы починить шлюпку, придется за ним возвращаться. Ну, тогда надо не забыть о нем. Шлюпка повреждена, но ее еще можно починить. Даже с вашими сомнительными навыками. Принялся за починку шлюпки или отдохнуть перед работой. Ну, приняться за починку. Пришлось плыть обратно за ящиком с инструментами, а потом назад. И только потом приняться за работу. В результате вы смертельно устали. Ой, подумаешь, у меня этих сердечек выше крыши. Вы кое-как залатали шлюпку, теперь ее хватит, чтобы добраться до разбитого корабля или до загадочной пещеры, темнеющей среди скал. Но все это уже завтра. Переждать ночь. Давайте переждем ночь. Вы улеглись на дно лодки и уснули беспокойным сном. Всю ночь вам снятся кораблекрушение и бушующее море. Открытые пути пещеры и разбитый корабль, а закрытые пути остров. Это у нас разбитый корабль, а вот пещера. С чего бы начать? А давайте определимся, с чего начнем в следующей серии, а? Там уж и решим в самом начале. Пойдем к кораблю или пойдем в пещеру? Чайки летают тут на фоне. Прикольно. А на этом все. Спасибо всем, кто смотрел, кто ставил лайки.
Подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на Twitch, следите за сообществом, подписывайтесь на Boosty. Всем еще раз спасибо. Увидимся в следующих сериях, на следующих видосах или, может, на стримах. Всем пока.